Лукашенко продолжает делать вид, якобы борется с коррупцией в нашей стране. Против руководителей ряда белорусских предприятий заведено уголовное дело по факту получения взяток от россиян. Речь идет о суммах миллионы долларов, полученных в закупок продукции, в том числе имеющей технические отклонения. В коррупционный скандал попали МЗКТ, МТЗ, БелАЗ, Минский электротехнический завод имени Козлова, а также кузнечный завод тяжелых штамповок. По уголовному делу были задержаны 7 сотрудников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. Стоит отметить, что это не первый случай массового разоблачения коррупционных схем в Беларуси. Нелегитимный частенько сажал чиновников за взятничество, однако быстро освобождал и назначал их на руководящие должности в колхозах и на заводах. У Лукашенко одна цель – дать людям зрелище в моменты своего подорванного авторитета перед народом, показать себя ярым борцом с экономическими преступлениями, являясь при этом самым крупным коррупционером страны. Белорусская экономика угасает пугающими темпами. В связи с этим Лукашенко вынужден принимать меры, которые помогут ему удержаться на посту. Причем в текущих реалиях сделать это он может только силовым путем. Начиная с августа прошлого года нелегитимный принял как минимум 6 закрытых указов, которые не подлежали официальной публикации. Предположительно, в них излагались правовые основы участия военных в разгонах на акциях протеста. Стоит отметить, что по закону использование военнослужащих для таких целей возможно только при введении чрезвычайного положения. Но, как водится, для Лукашенко единственный закон – это он сам. Поэтому в ближайшее время мы можем ожидать, что на подавление митингов будут брошены солдаты спецназа с дубинками наперевес. А это значит, что с людьми, которые всего лишь пользуются своим конституционным правом на свободу собраний, будут обращаться как с террористами и безжалостно ликвидировать. В пользу этой версии говорит свежее кадровое назначение нелегитимного. Вчера он назначил на пост госсекретаря Совбеза генерал-майора Александра Вольфовича, который до этого возглавлял Генштаб вооруженных сил. Очевидно, что такими назначениями Лукашенко, пользуясь временным снижением протестной активности, решил наладить системную работу своего силового блока, чтобы в дальнейшем действовать на упреждение любых угроз своей власти. Инициатива «Байпол» провела собственное расследование гибели Романа Бондаренко. Его итоги оказались шокирующими. В роковую ночь на площади Перемен собралась целая организованная группировка приближенных к Лукашенко людей. Выяснилось, что помимо Баскова и Шакуты, которых вычислили самыми первыми, за кровавой расправой наблюдала также пресс-секретарь нелегитимного Наталья Эйсмонт, а также член хоккейной команды Лукашенко Павел Волчек и многие другие, яро поддерживающие преступную власть. Присутствие этих лиц на месте трагедии подтверждается данными геолокации их телефонов, которые оказались в распоряжении Байпол. Кроме того, инициатива вычислила и имена бойцов СОБРа, в машину которых Романа погрузили после избиения, когда парень был уже в бессознательном состоянии. Важная деталь – расстояние от площади Перемен до центрального РОВД, куда в итоге привезли избитого художника, менее километра. Этот путь можно преодолеть примерно за 3 минуты. Но силовики доставили Романа в РОВД почти через час и бросили на пол дежурки, сказав, что тот сильно пьян. Сотрудникам отдела понадобилось немало времени, чтобы определить, что от задержанного вообще не пахнет алкоголем. Только после этого они начали торопить скорую с приездом. Как мы все знаем, к этому моменту время уже было упущено, и парня спасти не удалось. В его свидетельстве о смерти значится травматическое кровоизлияние, что однозначно указывает на насильственный характер гибели. Напомним, что Генпрокуратура, занимающаяся расследованием данного преступления, до сих пор не обнародовала никаких итогов проверки. Более того, материалы дела отказываются показывать даже близким убитого. Жестокие избиения, сексуальное насилие и унижение. Таким пыткам подвергались белорусы с 9 по 13 августа после так называемых президентских выборов. Правозащитники Российского комитета против пыток совместно со Всемирной организацией подготовили доклад об издевательствах над гражданами нашей страны и нежелании властей расследовать эти факты. В основу документа легли свидетельства 13 граждан, которые стали жертвами незаконного насилия со стороны силовиков во время августовских протестов 2020 года. На специальном сайте беларуськпыткам.нет описана история каждого из пострадавших с фотографиями побоев, выдержками из эпикризов, аудио и видеосвидетельствами. 10 человек не скрывают свои имена, в некоторых случаях имена изменены. Важно отметить, что большинство из заявителей не принимали участие в каких-либо акциях протеста. Авторы доклада также подробно проанализировали все уловки, которыми пользуется власть, чтобы избежать возбуждения уголовных дел в отношении преступлений силовиков.
Стала известна дата суда над журналистками независимого телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Слушание состоится во вторник, 9 февраля в 10 часов утра в суде Фрунзенского района. Вести процесс будет судья Наталья Бугук, известная штамповщица, которая по неправосудным приговорам отправила за решетку не одну жертву. Напомним, что Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября за прямую трансляцию с акцией в память о Романе Бондаренко, проходившей на площади Перемен. Журналисток обвиняют в якобы активном участии, даже в руководстве групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, что привело к остановке движения общественного транспорта. Ранее представители СМИ признали политзаключенными. На самом скандальном китайском инвестпроекте в Беларуси, Светлогорском целлюлозном заводе, вновь произошел несчастный случай. На этот раз двое рабочих предприятия отравились хлором. Мужчин госпитализировали после того, как они выполняли ремонтные работы в цеху. Руководство завода попыталось скрыть данную ситуацию, поскольку этот случай далеко не первый. Ранее сотрудники уже получали тяжелые ожоги из-за прорыва труб с щелочной смесью, а один из потерпевших позднее скончался. Более того, в октябре прошлого года из-за возгорания крыши резервуара на одном из участков также погиб рабочий. Отметим, что данный проект, спонсированный китайскими инвесторами, с треском провалился. Строительство предприятия началось 8 лет назад на территории Светлогорского целлюлозно-картонного завода и сопровождалось выбросами едких веществ, на которые регулярно жаловались местные жители. При этом предприятие так и не смогло выйти на заявленные объемы выпуска продукции. И о хорошем. В Беларуси зафиксирован первый случай возбуждения уголовного дела на Ябатьку. Речь идет о резонансной истории с избиением врача, ярым сторонником Лукашенко, которая произошла в начале января. Тогда милиция подобрала мертвецки пьяного мужчину на улице и передала медикам. Еще в машине скорой тот начал доказывать врачам, что Лукашенко их президент. А уже в больнице ударил одного из сотрудников ногой. Продолжение этой истории попало на скандально известное видео. Разгоряченный парами этанола дебошир сильно ударил врача по лицу. В результате у последнего была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Однако сразу после инцидента стало известно, что неадекватный лукашист отделался лишь увольнением. Такое решение возмутило белорусов, ведь те, кто не поддерживает нелегитимного в нашей стране, садят в тюрьму чуть ли не за цвет нижнего белья. И этот общественный резонанс возымел свой эффект. Теперь Ябатьку должны привлечь к уголовной ответственности за хулиганство. И это все на сегодня. Друзья, количество подписчиков нашего канала скоро пробьет порог 50 тысяч. Буду очень рада, если мы сможем ускорить этот момент. Подписывайтесь, не забывайте также нажимать на колокольчик, чтобы получать информацию о новых роликах на канале. Спасибо, что вы с нами, и живе Беларусь!